Всем привет! С моей прошлой поездки в Южную Корею остался материал, который я еще не публиковала. Именно это я собираюсь сделать в этом видео. Осталось показать еще 3 города. Это Пусан, Чонджу и Сеул. Перед тем, как отправиться в следующий город, мы посетили ряд мест в Пусане. Это деревня Гамчхон, национальный парк Тэджонде и улица Техас в районе Донгу, Пусан. Деревня Гамчхон часто называется Мачу-Пикчу Пусана, так как она расположена на крутых склонах холмов. Дома, построенные террас, спускаются вниз, создавая ступенчатую структуру, что напоминает строение древнего инкского города Мачу-Пикчу в Перу. Исторически Гамчхон был изолированным местом, куда после Корейской войны переселялись беженцы. Это ощущение спрятанного города также перекликается с Мачу-Пикчу. В 2009 году Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи приступило к реализации проекта Dreaming of Busan Machu Picchu по превращению данного заброшенного района в туристическую достопримечательность. В рамках проекта были отремонтированы и покрашены в яркие пастельные цвета дома. Улицы украсили художественными инсталляциями, включая граффити, скульптурами, декоративными элементами. В результате деревня Гамчхон превратилась из бедного района в яркую туристическую достопримечательность. В деревне можно посетить местные кафе, маленький музей Little Museum с предметами быта, прогуляться по улочкам-лабиринтам, купить сувениры, попробовать уличную еду, арендовать ханбок – это такой традиционный корейский наряд, и сделать фото на память. Можно также сделать фрибук с друзьями или со своей второй половинкой. Следующая точка для посещения – это национальный парк Тэджонде, расположенный на южной оконечности острова Йондо в городе Пусан. Но перед тем нам нужно заехать пообедать. Данное блюдо называется кальгуксу. Это такая пшеничная лапша, приготовленная вручную в горячем бульоне. В качестве топпинга мне положили клёцки и морские водоросли. Итак, мы на месте. Парк Тэджонде. Исследовать территорию парка можно или пешком, или на туристическом поезде Дануби. На самом деле это, конечно, не поезд, а скорее шаттл, замаскированный под поезд. Он перевозит туристов по круговому маршруту длиной 4,3 километра. Этот поезд соединяет ключевые достопримечательности парка, такие как обзорная площадка Тэджонде Observatory, маяк Йонгдо, храм Тэджонса и терминал круизных судов. Стоимость билета 2000 вон в одну сторону и 4000 в обе. Данный парк получил название благодаря королю Тэджон Войолю, 7 век, 29-му правителю королевства Сила. Согласно легендам, он любил практиковать стрельбу из лука в данном районе. С вагончика так называемого поезда можно сойти на любой остановке, а после посещения места сесть на следующий и поехать к другой локации. Обсерватория Тэджонде – это одна из самых посещаемых точек, с которой открывается вид на Восточно-Китайское море, остров Арюкдо и в ясную погоду на остров Цусима, Японии. Это не астрономическая обсерватория, это скорее смотровая площадка. Ее название подчеркивает роль как место для наблюдения природных красот, но мы там не останавливались. То место, которое вы видите на данных кадрах, это маяк Йондо. Он находится на расстоянии около 1,5 километра от обсерватории на юго-западной оконечности Тэджонде у скалы Синсон. Да, и хочу дать вам совет. Если вы отправляетесь в национальный парк в холодное время года, весной, зимой, весной и даже в начале мая, то одевайтесь теплее. Берите с собой шапку и теплые наушники, потому что ветер настолько сильный, что продувает до костей. Рядом с маяком есть тропа, ведущая к скале Синсон. Это короткий спуск, но довольно небезопасный, особенно в ветреную погоду. К счастью, крупных инцидентов здесь не было зафиксировано, но стоит быть осторожными. В 2010 году маяк был включен в список 100 самых красивых маяков Кореи.
Есть еще одна точка для посещения, это буддийский храм Тэджонса, который находится в лесистой части, вдали от побережья, но мы не стали заезжать туда, потому что мы замерзли и у нас уже не оставалось времени. Далее мы поехали недалеко от ЖД вокзала Пусана. Нашей целью была улица Техас, которая находится на расстоянии порядка 10-12 километров от национального парка Тэджонде. Русские, вот это время, после это как Распада Советского Союза. И русские много это прожили, поэтому назвали это Русская улица. Название Техас связано с американскими военными, которые базировались в Пусане после Корейской войны. Они привозили с собой культуру и образ жизни, напоминающий американский Дикий Запад, отчего эта улица и получила свое название. Но со временем этот квартал, эта улица стала ассоциироваться с русскоязычным населением. Сегодня же это неофициальный центр русской миграции в городе Пусан. Здесь вы можете встретить вывески на русском языке, рестораны с русской кухней, кафе, магазины и так далее. Даже есть церковь православная. В 1990-х годах с началом перестройки в СССР в Пусан начали приезжать русские челноки, моряки и эмигранты, особенно из Приморья и Сахалина. Порт Пусан издавна был точкой захода советских и российских судов, и некоторые моряки оставались здесь. Русскоязычные жители стали селиться рядом с китайским кварталом, который на тот момент доминировал в этом районе, но со временем русскоязычное сообщество вытеснило его влияние. Сегодня от китайского квартала остался лишь вход в традиционном стиле. На ужин мы зашли не в русский ресторан, а в ресторан китайской кухни, так как русскую еду мы всегда успеем поесть дома. Мы заказали свинину в кисло-сладком соусе, китайские пельмешки и чжэджэнмен. Это такая пшеничная лапша с густым соусом из черной фасолевой пасты, смешанной с мясом или овощами. Мы все усели за один большой круглый стол, сердцевина которого крутилась, и мы легко могли взять любое блюдо. На этом все. Это последняя ночь, которую мы провели за время моей поездки в Южную Корею в Пусане. Всем до встречи в новом видео.